Добрый день, дорогие, любимые наши зрители. Мы снова встречаемся, чтобы пообщаться на тему обстановки на крипторынке, проверить, какие сделки у нашего робота, у нашего инопланетянина, какие у нас планы, поделиться с вами нашими мыслями и друг с другом обсудить, что и как у нас будет спланировано дальше. Поэтому все это наше обсуждение в рамках эксперимента и ни в коем случае не финансовая рекомендация. Ну а наш инопланетный гость сейчас покажет свои результаты. Делаем все онлайн. Вчера немножко задержались, заработался я, но сегодня выложу оба эфира, надо еще смонтировать. А вообще развитие отличное, динамическое. 17 апреля мы начали. Все это, так как наш эксперимент не финансовая рекомендация, ни в коем случае не какой-то не финансовый тоже совет. Сегодня у нас 19.06, четверг, ну и сразу перейдем к сегодняшним сделкам. Торгуем на бирже Bybit. Я в основном торгую монету Link. Сегодня заходил где-то в 6 сделок мелких, потому что тоже очень много всего по работе. Поэтому вот тут, в принципе, в этом квадратике я всех их отметил, но они такие маленькие, незначительные, потому что как только была возможность, смотрел на экран, смотрел, где можно выйти, ну и вот как-то вот так. Сегодня еще цель не выполнена, да, всего нужно цель, чтобы закрыть день и выполнить 1% к депозиту, мне надо сгенерировать $1 50 центов, еще... Может, если будет время, поторгую. Если нет, то завтра постараюсь нагнать. То, что вижу я, не знаю, насколько видишь ты, у тебя есть такая база, которую, в принципе, можно было торговать сверху донизу и не заходить по нескольку раз. Я попытаюсь открыть линк у себя. Да, но мне кажется, я сегодня смотрел на большом экране, на телевизионном, и, в общем-то, ну, довольно хорошо воспринимается на большом экране. А я думаю, что если взять... выделить вот эту зону или вот эту область, как угодно можно назвать. Ну, может быть вот так, а может быть даже вот так. И я думаю, что это как раз-таки предмет для твоего наблюдения был бы, ну, сейчас это уже постфактум, но тем не менее, если вот такая есть у нас сформированная база, где как минимум вот есть 3 точки, по которым мы построили ее, то, в принципе, по тренду, насколько я помню, тренд у нас пока все-таки нисходящий, если не ошибаюсь, да, то мы по тренду ожидаем прихода к нижней границе, и, ну, по сути, у тебя сейчас лучше на самом деле не лонговать, да, а продолжать вот эту историю, ожидая прихода вот сюда. Это мое мнение, это художник, я так вижу, а ты волен, конечно, делать, как тебе подсказывают индикаторы сердца и твои инопланетные технологии. Конечно, интересно, конечно, полезно, но хочу еще отметить, что сегодня я только шортил. Сегодня я был только в шорте. Красавчик, да, вот это я принимаю, понимаю. Да, здесь вот эта вот красная линия, я не помню, что она означает, а она как бы должна была быть для тебя, скорее всего, тоже прорисована у тебя и быть для тебя таким остановочным пунктом, за которым нужно было наблюдать. И сейчас опять нужно смотреть реакцию за этой линией. Будет ее пробой, значит, я был прав, ну, с закреплением, естественно, значит, я оказался прав, и мы пойдем как минимум до низа вот этой вот прорисованной мной базы. Вот. Ну, а если оттолкнемся, значит, это был такой, скажем, возвратный момент, да, и сейчас я попробую убрать лишнее и посмотреть на 15-минутке. У нас как раз-таки здесь очень сложно определить уровень смены. Давай попробуем на часе в данной зоне. Но на часе он, на мой взгляд, вот здесь будет. И сейчас будет ключевая область как раз-таки протестируется. Да? Если будет хорошее закрепление, а еще лучше какое-то построение базы вот здесь, то может быть, конечно, и возврат. Но если мы сейчас здесь проторгуем чуть ниже и будем уходить, то как минимум до красной, а потом еще надо будет наблюдать. Это мои рекомендации по линку. Я же сегодня был не слишком вовлечен в торговлю, поскольку Магик так себя ведет. Он хоть и делает движения, да, но они какие-то такие не совсем порой обоснованные, ординарные. Вот. Поэтому я очень-очень короткие сделки, как и ты, да, в рамках вот этой вот консолидации. На 15 минутах она будет более понятна, более видна. Вот. И отмечу тоже, что я торговал вот эту историю буквально 3 трейда у меня было общей сложностью
40%, но, как видите, здесь движения небольшие, и поэтому так и получилось. На самом деле можно было отторговать вот эту историю, но, скажем, я не следил активно за вот этой базой, да, и пропустил, назовем это так, это движение. Ну и причина еще может быть в том, что я же все-таки продолжаю быть в шорте, да, и сейчас у меня тоже ключевой переломный момент. Если мы качественно закрепляемся под этой оранжевой линией и идем ниже, то значит мой шорт может прийти даже и к прибыли, пока он находится в убытке. Но это те, кто смотрел наши видео в курсе, кто не смотрел, пересмотрите, там, возможно, что-то будет для вас интересное, а как минимум там где-то какие-то моменты, которые мы показываем в рамках образования, даже самообразования вашего было бы полезно и так далее. Ну и мы, как всегда, обзор биткоина, потому что по-прежнему не устаю говорить от эфира к эфиру, при высокой доминации биткоина рынок в основном повторяет движение. Ну и у меня здесь на прошлом эфире я тоже делился тем, что отметил две пробойные области, одну снизу, одну сверху, и эфир, вернее, биткоин так и не пробил ни одну из них качественно, между ними так и остается. То есть попытки вот такие есть, как сверху, так и снизу, но пока ничего существенного не произошло, и волатильность по-прежнему у нас не больше 5, 4,88, то есть нас ожидают еще волатильные события, и все ставку оставили как было, да, не меняли ставку финансирования, все выступления, дни рождения никаким образом сильно не повлияли на рынок, рынок замер в ожидании чего-то существенного, и существенное может быть как в одну сторону, так и в другую, это я тоже не устаю говорить от эфира к эфиру. И, кстати, об эфире. Эфир выглядит немножечко, на мой взгляд, посильнее биткоина, да, потому что мы вчера уже говорили на эфире о том, что вот эфир об эфире, да, мы говорили о том, что если на биткоине фигура вымпел, то на эфире у нас такой флаг, который выглядит восходящим. Попробую его прорисовать. Вот такой, у меня, кстати, он нарисован, это я убрал элементы рисования, поэтому и не было видно. То есть вот такая вот восходящая структура, которую, в общем-то, если мы или когда мы оттолкнемся от нижней части ее, то наш путь будет к верхней. Вот что касается таких фигур. Развязки этого интересного момента, точно так же Total 3 капитализация зависла никуда, ни туда, ни сюда, и в целом весь такой рынок неопределенный, поэтому я говорю, короткими перебежками очень внимательно, если кому-то хочется поторговать, а вообще лучше поставить отложенные ордера на споте и ждать, кто не в рынке. И пишите ваши вопросы, нам будет понятно, что вас интересует, это будет делать наши эфиры более полезными для вас. И также мы узнаем интересы нашей аудитории и будем стараться работать с большей для вас пользой. До новых встреч, наверное, друзья. Да, активно поддерживайте наш канал, ставьте также лайки, подписывайтесь и увидимся завтра.